Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Таро расклад, какие повороты судьбы, а возможно и неожиданности приготовила ваша судьба. Как мы спрашиваем, что вам по судьбе? Вполне вероятно, это то, о чем вы сейчас не предполагаете. Ну а у кого-то совпадет наоборот, как та история, которую вы завершили, вдруг по каким-то причинам, по причинам от вас независящим, может быть, это решение конкретных людей или обстоятельства вас заставляют подойти к решению какого-то вопроса более рационально. Ну вот какой судьбоносный момент вас ожидает в ближайшее время? И наш расклад подойдет одинаково как для мужчин, так и для моих любимых девочек, неважно какой возраст, все девочки. И рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. И, конечно, вначале мы узнаем, а что есть прямо сейчас, что в вашей жизни происходит прямо сейчас, чтобы вы могли определить, насколько вам расклад подходит. Шестерка пентаклей. Для кого-то из вас основная тема заработки, мои дорогие. Но, может быть, заработки не потому, что деньги ради денег, нет. А есть все-таки по шестерке пентаклей и такое значение, как помощь высших сил, а рядом у нас старший аркан сила. Карта говорит, что жизнь вот так поставила в такие условия, что мне именно сейчас, может быть, с учетом аркана сила, нужно думать о каких-то меркантильных больше интересах, нежели о чувствах, о чем-то там таком возвышенном. Ну вот именно так сложилась ваша жизнь. Может быть, себя, вот как по аркану силы, пришлось как в кулак собрать, себя на что-то сориентировать или даже сказать, так, вот ты с этого момента, с этой минуты никаких эмоций, иначе это ты где-то там застрянешь, и тот вопрос, который тебе сейчас, может быть, и нужно решить, у тебя это решить не получится. Тем не менее, два старших аркана говорят о том, что в вашей жизни сейчас происходят перемены. И если, правда, вам нужно решить какую-то финансовую тему, проблему, для кого-то это совпадет, что вы собираетесь, намереваетесь переезжать, пусть это на уровне намерения. Или когда вы, два старших аркана сложно трактовать, когда обстановка, меня смотрят люди из разных стран, складывается именно так, что мне сейчас действительно нужно основную какую-то решить тему, может быть, по части безопасности. И для этого, вот если мы говорим шестерка пентаклей, да, помощь высших сил, у меня есть, тем не менее, какие-то предпосылки быть оптимистом. Но, а с другой стороны, если я вот прошляплю сейчас что-то, да, или проморгаю, будем говорить, или расслаблюсь, то тогда все пойдет наперекосяк. Нам показан сильный человек, кто вы, который, ну, наверное, раз за разом, день за днем преодолевает постоянно какие-то преграды. Может быть, совсем недавно в вашей жизни произошли какие-то перемены, как полученная новость или как контакт с каким-то лицом, услышанное, может быть, в средствах массовой информации, когда вы себе даете старт и говорите «нет», тут пришла пора не просто что-то созерцать, точно. Вы уже в своей жизни имеете богатый опыт. Карта, по сути дела, предательства. Карта, когда мы один на один с нашей болью. Когда и сделать ничего невозможно. И внутри как все пылает и горит. Но вот сейчас мы ведь спросили, что происходит прямо сейчас. У кого-то это может быть, знаете, как возвращение какой-то истории, как та история, которая не стала вашей. Хотя это словно вам обещали. Может быть, это и была, кстати, почему материальная карта, тем не менее, выпадает. Та история взаимоотношений, которые долгое время развивались. У кого-то, может быть, была семья, но по разным причинам распалась. Или когда был союз, может быть, с конкретным человеком, все же тройка мечей часто на личную жизнь указывает. Но тоже вот что-то не состоялось. Может быть, и проживали вместе. Долгая дружба. Но либо было предательство, либо поведение человека было таковым, что другого не оставалось, как принять данность, реальность и себя научить быть сильной, ну или сильным. Мои дорогие мужчины, тут может быть для вас несколько обратная ситуация. Вот вы перекладываете на себя. Может быть, это вы сами
прежде какую-то историю тоже могли прекратить. И здесь, знаете как, могла сложиться такая обстановка внешняя, когда спустя даже время, вот это уже будет ко всем относиться, как и мои дорогие девочки, вы могли, да, пройдя какой-то сложный путь, теперь столкнуться с тем, что какая-то история, которая, может быть, и начиналась, но завершилась фиаско, большим разочарованием. Сейчас, тем не менее, опять фигурирует, назовем так, в целом обтекаемо, в вашей жизни. И эту тему, ну вот ее со счетов не сбросишь. Может быть, и человек конкретный возвращается, да, или пытается с вами продолжить общение. Вы, понятно, в это уже не верите. Мои дорогие мужчины, может быть, и вы тоже кому-то не верите, да, но, с другой стороны, откровенно чувствуете, что есть интерес к этому человеку. Не знаю зачем, но вроде надо. Мои дорогие девочки, тут тоже вроде и не надо, а вот еще все не прекратилось где-то глубоко в вашей душе. Да, оно не цепляет. И более того, по прежним отношениям у каждого здесь свои шрамы на сердце. Сердце уже не болит. Почему я часто и говорю здоровое равнодушие. И отгорело, и отболело, уже это не имеет значения. И вот вроде бы, может быть, прежде мы, да, были настолько воодушевлены, мы были в каком-то моменте совершенно счастливы. Но случилось то, что случилось. И, видимо, вот эта история из прошлого, хоть и не болит, но она, с одной стороны, не завершилась, хотя казалось, что это уже финал. А с другой стороны, есть еще то, что все-таки вы можете допустить, будет продолжено. Точно. У кого-то из вас конкретно отношения на расстоянии. И пусть это даже тот человек, с которым вы вместе проживали, строили планы, а потом судьба как разъединила. Может быть, это та история, когда люди разных характеров, разного менталитета, говорят на разных языках. Ну, к счастью, к сожалению, у нас, наверное, есть сейчас, да, присутствуют вот эти виртуальные знакомства. Я, честно говоря, очень затрудняюсь сказать, как вообще такому можно доверять. Но не мне судить, будем говорить, потому что, ну, много предупреждений о том, что тот, кто нам пытается казаться одним, по факту может быть другим. Но, видимо, есть что-то для вас, то, что вы, ну, может быть, допускаете, по крайней мере, на данный момент. Может быть, поэтому смотрите видео, пытаясь просчитать, могу ли я доверять какому-то человеку. Но у кого-то из вас конкретно вопрос работы, переезда. И вообще тут с любовью ни разу не связано. Я хочу заработать деньги, а свои таланты здесь, где я нахожусь, ни разу не могу открыть или реализовать. И пытался 1000 раз, а вот и не там. Это тоже ваша отчасти жизнь, которая так и не стала какой-то реальностью. Хотя, скорее всего, было очень много сил приложено. И, может быть, теперь у вас подводит судьба, давайте подведем итог, подводит к тому, что вам придется принимать какое-то решение совсем скоро. Что еще сейчас? Ну, прям карты у нас такие пошли, старшие арканы, посмотрите. У нас всего с вами 6 карт, из них выпадают 4 карты старших аркана. Сила, колесница, звезда, иерофант. Правда по судьбе. Ну, тогда приготовьтесь, что сейчас. И, кстати, я могу допустить, что вы и сами чувствуете, что да, я могу осуществить свою мечту все-таки по аркану звезда. Но хотелось бы мне вот этого взлета. Хотелось бы решить все вопросы так вот одним махом, и чтобы отдохнуть и, может быть, порадоваться. Но умом так рационально, холодно, потому что эмоций уже нет. Вы понимаете, нет, скорее всего, это какое-то поступательное, последовательное движение. Ступенька за ступенькой вам придется еще пройти. Еще один старший аркан. Пройти, словно исследуя непознанную землю без карты. И опять же карта материализма, изобилия, процветания для кого-то из вас. Это тот важный вывод, опять же, по работе, потому что именно здесь я не могу реализоваться. А если я себя переключу на что-то другое, и у нас сильный человек показан, тот, который не просто ресурсный, а, наверное, я могу сказать, у кого-то, может быть, и совпадет.
Вполне вероятно, у вас как несколько профессий. Может быть, и много дипломов получено. Но даже если дипломов нет, вы обладаете какими-то вот скиллами, навыками. Вы можете делать что-то своими руками. Может быть, в ваших руках сразу несколько профессий. Ох, и вы тогда точно не пропадете в любой точке мира. Это те люди, которые всегда востребованы, мои дорогие. А кто-то, наоборот, сейчас, может быть, учится встреч людей, да, чтобы поехать и, может быть, открыть свое дело и именно быть ресурсным человеком. Здесь не могу раскрыться, а буду-ка я продумывать другую траекторию. Это то, что вас заставляет внутренне очень измениться. Но основной, опять же, триггер на сегодняшний момент – финансы. И ваше финансовое положение, как, знаете, символ того, могу я себе потом что-то позволить? Или я где-то так и буду топтаться на месте? Важный выбор какой-то у вас сейчас предстоит, хотя я и не исключаю, что у кого-то это будет связано с личной жизнью. Ну вот если вам это подходит, давайте с вами будем смотреть дальше, какие тут повороты судьбы вам предстоят. А тут уже нам карты говорят, так ты практически в этом повороте, ты в него входишь, но может быть поворот слепой. Но тогда не тушуйся, потому что аркан силы – это то, как сигнификация, что обрисовывает вас сейчас, может быть, или вашу жизнь, то, что у вас происходит на данный момент. Поэтому тут и человек, который не теряет самообладание, но тут и тот человек, когда, может быть, уже предыдущие какие-то ситуации много раз вас вынуждали начинать все как с нуля, как с самого начала. Достанем с вами по 6 карт на 3 позиции. 6 – это всегда число победителя. И первый наш вопрос – что будет дальше? Возможно, как события ближайших дней, ближайшего будущего. Вот давайте узнаем события ближайших дней, что будет дальше. Вот после ваших мыслей и таких сложных каких-то задач, вот что, с чем вы столкнетесь. Следующий вопрос, к чему все идет? Что вас ожидает? К чему все идет? Как будут разворачиваться события? Опять же, 6 карт. Что ждет? С чем вы столкнетесь? Может быть, вот этот поворот судьбы или какой-то очень важный момент, а может быть и известие. Итак, что будет дальше? Еще раз перемешаем. Ну и какие события последуют? К чему приготовиться? К чему быть готовому? Какие события последуют дальше? В более отдаленный период. Или какую имеют перспективу? Все то, что сейчас вот-вот начинается. Или с чем вы начнете, может быть, сталкиваться в ближайшие дни. Ну, а то и как какая-то траектория, которая у вас может быть с часу на час, буквально через несколько минут, часов у вас происходит. Давайте узнаем. Итак, что же дальше? Вот ничего себе хочется сказать. Вот иногда карты как что-нибудь покажут, так и покажут. И вот смотрите, туз мечей, башня, башня трансформация. И для кого-то действительно ехать надо. Ну, вот как в анекдоте. Не знаю вы о чем, но ехать надо. Причем по тузу мечей это однозначное решение какое-то. Поэтому приготовьтесь, может быть, с минуты на минуту, как вы можете получить какое-то свидетельство о чем-то, да, или о ком-то. Вы можете получить какую-то информацию. Старший аркан – это всегда то, что вот внешние события складывают для нас определенную, как ауру, энергию. Когда по этой ведь карте я иногда говорю, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Может быть, это вокруг вас сейчас какая-то сложная обстановка. Для кого-то финансовая ситуация, опять же, заставляет думать о самом себе, за самой себя, может быть, даже если меня смотрят девочки. Возможно, вы получили и получите совсем скоро и еще какое-то известие, которое будет тоже таким побудительным мотивом, даже если мне что-то не нравится, а как будто раскиснуть, расслабиться или продолжать как бы размышления, вот именно на уровне размышлений. Нет, вы не можете. Здесь будет какой-то побудительный мотив, когда нужно действовать. И где-то
Вот это будет получение новости, информации, увидите вы или услышите что-то. Это и есть этот выход из лабиринта, когда вы долгое время не решались, или когда вы очень, может быть, многократно пытались именно для себя какую-то траекторию проложить, знаете, с меньшими потерями, или что-то просчитать. Тогда приготовьтесь, у вас будет какое-то, может быть, совсем скоро известие, когда вы понимаете, что несмотря на то, что я что-то даже просчитать не могу, или я не могу получить каких-то гарантий, а все равно я вынужден или вынуждена действовать. Вот буквально у кого-то совсем скоро. Ого, а тут у нас карта дьявол и 8 мечей. Для кого-то из вас, да, трансформация, карта башни будет говорить о том, что именно нужно трансформировать, может быть, и вашу какую-то зависимость. Может быть, переломить саму по себе ситуацию, у кого-то решить финансовый вопрос. И вам сейчас, я, кстати, допускаю, хоть и выпала карта сила, пусть после того, как вы получите, опять же, 2 старших аркана, после того, как вы получите какую-то новость, я не могу сказать, что она вас будет безмерно радовать. Нет. С учетом аркана дьявол, тут может быть какая-то ситуация вынужденная, мои дорогие. Вынужденная, когда именно себя хочется обезопасить. А у вас опыта нет. Вот у вас вы получите скоро какое-то известие, и вроде поступить нужно как-то вот, да, определенным, четким образом, принять вот это однозначное решение. А опыта нет, поэтому и мы как будто, даже опираясь на то, что мы пережили, а в нашей жизни такого не было. Вполне вероятно, даже это приходит, может быть, от конкурентного человека какая-то или просьба, или предложение, или вы понимаете, что меня что-то держит, как в прошлом, да, и пусть даже это и мы так рационально понимаем, а тем не менее, смотрите, у вас удивительно. Первая позиция, мои дорогие, из 6 карт, но это ж как вот так может быть, что мы достаем опять 4 карты, которые соответствуют старшим арканам. В вашей жизни, хотите вы этого или нет, в ближайшее время, может быть и не одна новость, а сразу несколько каких-то событий будет происходить, которые, вот 2 трансформации у вас как на кону. Как аркан башни, так и аркан смерть, но я надеюсь, я правильно понимаю, здесь называется перерождение. Как будто следует за своей мечтой. Вот эта вот звезда, которая символизирует что-то пока далекое, да? И карта справедливость, которая рядом говорит, что это ты когда-то думала, что ты уже прошла эту трансформацию. Ну или прошел. А на самом деле нет. Здесь есть то, что ты на какой-то период, тебе казалось, что ты завершила, а на самом деле, ну, наверное, там в небесном расписании планы были другие у высших сил. Поэтому тебе придется, может быть, рассмотреть какой-то альтернативный вариант и именно себя перестроить в совершенно каком-то новом направлении и действовать дважды, трижды, четырежды, вот так, как вы не действовали никогда. Какой-то, правда, вас поворот судьбы ожидает. Давайте перейдем ко второй позиции. Вот это что будет дальше? Это то, что будет совсем скоро. Может быть, в ближайшие дни. Нет, как будто альтернативы, мои дорогие. Альтернатива есть. Остаться как бы, да, ничего не предпринимать. Но тогда это и мы понимаем. Мы попадаем в какую-то зависимость. Вполне вероятно, вы и сейчас пытаетесь из этой зависимости выйти, да? Или пытаетесь решить какой-то спорный вопрос, сложный вопрос. А тем не менее, как будто по-другому он может быть решен. Или когда вам как пространство все-таки будет посылать ту энергию, чтобы в чем-то вы поставили точку. И вы решаете одну тему, и вам надо будет следом переключиться на что-то совершенно другое. Давайте мы узнаем, так что же за поворот судьбы или судьбоносный поворот предстоит вам, к чему это все идет, что это за трансформация, чего она касается. Нам снова говорит карта, особенно в этой колоде. Рыцарь жезлов, вот прямо сам по себе драйв, движение. Это с одной стороны, как и информация, с другой стороны, это поведение конкретного человека или какие-то неожиданности вокруг вас.
Это что будет дальше еще, да? К чему это все идет? Не заканчивается. Это только вот само начало. И после этого вам придется, правда, совершить какие-то поездки, перемещения, отреагировать на то, что вы услышите, увидите, с чем вы столкнетесь. Паж жезлов. Это вот как тот жезл, который подбросила наша паж, он очертил круг и выходит на новый виток. У вас как будто новый виток жизни, новый поворот судьбы. Вот вам, пожалуйста, аркан сила и аркан мага, аркан луны и страшный суд. Вот это расклад. Присутствует стабильность, хочется сказать. Стабильность неопределенности, мои дорогие. По 4 карты старшего аркана на каждую позицию. 4, давайте так, нумерология, это базис. Это то, что мы, уже имеем. Это как будто то, что запрограммировано. Может быть так, если мы говорим о старших арканах. Это сама судьба, которую не обойдешь, не объедешь. И если нам суждено оказаться в каком-то месте, мы там окажемся. И если нам суждено какую-то историю продолжить, хоть ты тресни, ты ее продолжишь. Если тебе суждено по-новому научиться зарабатывать деньги, значит, тебе будет постоянно складываться такие сюжеты судьба, что ты все равно к этому придешь. Раньше или позже. Лучше раньше, понятно. Но вот эта трансформация, опять нам карты говорят, страшный суд. Уже как бы на кону избавление от боли, избавление от страданий. Но первые вот эти 2 карты, драйв, жезлы, активность, информация, будем говорить, которые исходят, вот конкретно у нас выпал дуэт, прямо скажем, или пара. Аркан силы это часто мы трактуем как аркан женской силы, аркан мага мужская сила, мои дорогие. Все-таки маг тут больше именно, вот этот рационализм, холодная голова и олицетворение этих мужских энергий. У кого-то это, я допускаю, личная жизнь, такие очень сложные отношения. И, кстати, люди зеркалят друг друга. Тут оба самодостаточные. Никто не хочет пробиваться, никто не хочет договариваться. И в то же время, вот такая единство и борьба противоположностей. Это то, что будет на последующий период. К чему быть готовому, да? Что вас ожидает дальше, мои дорогие. И здесь совершенно, опять же, непредсказуемые события, потому что 4 старших аркана говорят, что будет еще словно сумерки. Для тебя сложится такая ситуация, когда нельзя собой рисковать, когда придется избегать буквально толпы. Я часто поэтому предупреждаю. Но это точно так же, тут нужно найти место нашей безопасности, мои дорогие. И страшный суд, где-то карта будет говорить, что для тебя это будет важным событием. Поиск места вашей безопасности может быть буквально с учетом Луна, когда мы допускаем, что мы как какое-то время, отчасти должны для себя пройти по той истории судьбы, которая пусть на короткий период нам, допустим, даже на дистанцию месяц, может быть год, дает в этом месте безопасность. Или складывается какой-то сюжет, а другой не складывается. Мы мечтали именно о другом, а тут нам как бы предлагают: нет, а ты рассмотри вот это. Других вариантов у тебя нет. Тут вообще у вас вариантов-то ведь, по сути дела, на самом деле нет. Немного. Поэтому у кого резонирует расклад? Будьте-ка вы внимательны, может быть. Вот я, кстати, должна все-таки сказать. Делаю я расклад в мае. Сегодня 2 мая. И даже те из вас, кто открывает это видео позже, может быть, у вас такой период жизни будет. Это 1 месяц, когда Уран в Близнецах, раз. А 2 или 1, наоборот, май. У нас удивительный месяц, когда у нас 2 полнолуния, мои дорогие. И вчера, 1 мая, это было полнолуние в Скорпионе. Это сложные мысли, это мы где-то гоняем по кругу собственные думы и одновременно ощущения, потому что Скорпион, вот он какой-то тайный мир или царство теней. То, что мы где-то, хотели что-то осуществить, не пошло, не получилось, не срослось. Но вот эта аналитика, она никуда не делась. И 31 мая у нас будет еще и полнолуние в Стрельце. 16 мая, мои дорогие,
Новолуние, да, новая луна. Новое – это всегда какой-то новый импульс. Поэтому у кого-то это будет вот именно сопряжено с этим месяцем, да, новый импульс. Но это в знаке Телец, это касается нашего благополучия. Вот кто знает, может быть, поэтому у нас сигнификация где-то с пентаклевых карт начиналась. И здесь благополучие в квадрате, как и место проживания, как и денежный вопрос, как и сама по себе стабильность и безопасность, опять же. Так вот, вам придется рассматривать, что будет дальше. Ну, давайте скажем, ну, может быть, до конца мая, а то и на последующий период. Вам придется пройти по той дороге судьбы, которую вам складывают обстоятельства и люди. Очень интересный расклад. Давайте мы перейдем к третьей позиции. Ничего конкретного ведь нам не сказали, согласитесь. Потому что старшие арканы, и у каждого проиграется по-своему. Ресурсы в ваших руках, это да. Вы сами маги и волшебники, неважно, девочки меня смотрят или мужчины. Но вот кто как сумеет сложить в красивый узор вот эти обстоятельства, ситуации, полученные сведения, или распорядиться какой-то новостью, или отмахнуться и сказать: нет, это мне показалось. Тут от каждого зависит по-своему. Какие события последуют? К чему приготовиться? Уже боюсь открывать, ей-богу. Потому что неожиданно. Есть такие. Вот, кстати, за последнее время, по-моему, были несколько таких раскладов со старшими арканами на разных колодах. Семерка мечей, карта вора. Какие события последуют? Да вы кому-то не верите. Явно тут может скрыться какой-то обман. Или для вас будет какая-то очень осторожная проба, а при этом вы будете понимать, что человек врет. Человек меня может обмануть. Я могу оказаться в такой истории, когда мне никто не поможет. И десятка мечей. Вы знаете, вот о том, что было в прошлом, тройка мечей выпадала. Я смело могу сказать, вы не сможете забыть. Вы будете снова и снова, даже в последующий какой-то далекий период, удивительно, вы будете об этом вспоминать, анализировать, потому что не хочется найти еще какие-то грабли. Карта нам говорит. Вот, наверное, этот аркан справедливости. Я часто говорю причина и следствие. Что-то начиналось, и вы уже думали, это завершилось. Или вы сами поставили в чем-то точку. Продолжение следует. И здесь как будто вам судьба возвращает все то, что вы сделали когда-то доброе и хорошее. Это должно быть пересмотрено, переиграно, переиначено, но в какой-то новый формат, вам доселе неизвестный. Но в этом будет какой-то плюс, когда вы как можете забрать свое. Да, но это ни разу не расслабиться. Вам придется себя трансформировать. По сути дела, две карты в младших арканах. Они говорят о том, что если старшие – это обстоятельства, или это люди с их решением, или с их приоритетами, а вот младшие арканы, когда нам самих придется себя переориентировать как будто на новый лад. И здесь у нас идет снова старший аркан, причем какой, мои дорогие? Солнце. Выбор правильного направления. Выбор своего как пути жизненного. Конечно, эта карта еще будет говорить о том, что у тебя опять же что-то прояснится. Для кого-то из вас это может быть ситуация по работе. Для кого-то приготовьтесь. Вот я уже говорила, да, возможно, вам и где-то по Луне придется рассмотреть одно место временное, да, какое-то как проживание, пребывание, а потом, может быть, еще раз что-то менять. Я не утверждаю, но, может быть, это у кого-то будет просто в виде работы, взаимодействия с какими-то людьми. И, видимо, аркан Солнца именно этого требует. Вам как будто действительно единство и борьба противоположностей. Философский вопрос. Аркан Солнце и Луна. Разные светила. Разная энергия. Это ясность, а это сумерки. Это активность, а это аккуратные действия. Уметь идти по подсказкам собственной души и интуиции. Это будет граничить с завершением какой-то истории. И дальше. Семерка жезлов, когда мы говорим, особенно вот тоже в этой колоде, посмотрите, как будто все 7 жезлов пытаются нашу героиню достать, а она отвернулась. Вот у вас совсем скоро и на последующий период к чему приготовиться, когда
Вы вынуждены сконцентрироваться на каких-то своих, может быть, делах, предпочтениях, на своих перспективах, потому что для вас будет как будто либо мало времени, либо правильно распределить силы. На вас будут, возможно, воздействовать, или вы встанете перед очень сложным выбором, когда вас будут отговаривать. Будьте к этому тоже готовы. Или когда вам могут говорить: да нет, тебе показалось. Или нет, тут что-то не то. Вы можете оказаться в таких ситуациях, мои дорогие, на последующий период, когда нет четко обозначенного плана, когда невозможно что-то просчитать. И, может быть, и правда придется идти на ощупь какой-то не короткий период, а долгий, и себя буквально сохранять. Какие события последуют? У нас туз жезлов и королева мечей. Прообраз Юдифии, и мы знаем, что это героический поступок, который вошел в Ветхий Завет, в историю. И вот у вас какая-то миссия, похожа на кону. Какое-то однозначное решение. И вот, кстати, Юдиф, когда отправилась, она ведь надеялась сама на себя. Еще один момент. Она никому не говорила, куда она намеревается идти. Где-то карта говорит, что ты скоро потом... Ну, скоро это уже на последующий период, может быть, отдаленное будущее. У кого-то это, правда, проиграется май, а у кого-то другой месяц просто, мои дорогие. Когда вы еще получаете какое-то известие, по которому вам придется крепко задуматься. Потому что вы можете быть в таком непростом выводе или выборе, когда, если я на что-то решусь, это значит, что я могу что-то потерять. Или я рискую собой. Вот, видимо, такой рационализм будет вас сопровождать долгий период времени. Обратите внимание, никаких эмоций. Весь наш расклад. Вообще. Поэтому интеллект, мои дорогие, ну и интуиция. А по сути, интуиция – это не что иное, как союз прежнего опыта и интеллекта. Так вот, каждую новость придется вам где-то анализировать и быть готовым к тому, что придется действовать, поступать совсем не так, как вы это планировали ранее. Неожиданно, вот я не скрою, тут у нас на дне колоды королева Пентаклей. Тоже та, которая надеется сама на себя. И любая королева – это активность, это наши действия или взаимодействие с чем-то. Но Пентакли – это может ознаменовать как и дом, где-то мы говорили, но так и финансовую ситуацию. Какие события в вашей судьбе скоро произойдут? Я пытаюсь хотя бы выйти на младшие арканы, чтобы понимать, что от вас-то может зависеть. Какие события скоро произойдут? Любовь, мои дорогие. Взаимодействие с конкретным человеком. Давайте положим вот сюда. Маг у нас и карта сила. Какие события скоро произойдут? Ну, договариваться придется. Рассматривать какие-то варианты дружбы или контактов. Или искать или откликаться на какое-то предложение или взаимодействие с тем человеком. Как будто выбор-то у вас невелик. Карта силы и карта мага. Как знаете, двое, именно двое людей сейчас ведут каждый, да, свою партию, но тут вот как будто что-то объединяет. Иногда шестерка чаш – это карта ностальгии. Только сказала, что нет никаких кубковых карт, нет карт эмоций. И вот они, пожалуйста, у вас появляются. А последняя карта королева мечей. Какие события в вашей судьбе скоро произойдет? Еще одна двойка. Как будто вам придется соединить свои интересы, возможно, меркантильные. Или, может быть, ничего плохого в этом нет. Может быть, и правда кому-то нужно финансовые бреши закрыть. Или решить вопрос по части места пребывания. Тут тоже, да, где я буду проживать, как я обустрою свой быт, свою жизнь, на что я буду жить. Но через взаимодействие с каким-то человеком я могу сказать это как группа поддержки, даже в лице одного, может быть, для вас. Какая-то именно взаимоподдержка. Вот посмотрите. Не зная даже карт, уже нам становится понятно, какие события скоро произойдут. Тут и самим придется, может быть, быть готовым продолжать некоторые диалоги. А вполне вероятно, это та история, которая началась прежде.
Но вам оно казалось, что она так и не стала моей. Тут большой вопрос, потому что для кого-то это как возвращение какой-то прежней истории, в чем вы поставили точку, а все же продолжение следует. Карта совет. Еще один старший аркан. Наверное, мы с вами завершаем, правда? Удивительный расклад вот такой вам выпал. И колесо фортуны. Это все то, что я долгое время говорила. Это его величество случай, это обстоятельства, это новости, это предложение, да что угодно. Внешние события или средства массовой информации. Вот это тот триггер, который нас заставляет идти вперед. Это то, что мы не можем отложить на потом. Карта говорит, как совет, не потеряй времени. Если тебе что-то в ближайшее время будет приходить, или ты получаешь новость, или ты контактируешь с каким-то человеком, вообще в отношении людей, будьте внимательны, потому что тут нет ничего лишнего. Именно поворот судьбы будет для вас таким образом складываться или складывать события, когда только те люди, которые нужны. Пусть это не значит, что это на всю оставшуюся жизнь, нет. Но значит, зачем-то человек словно послан вам по судьбе, именно чтобы вы что-то правильно для себя или добро-хорошее сделали. Или чтобы вы были взаимно полезны друг другу, я вот этого тоже ведь не исключаю. Чтобы вы смогли что-то обустроить, как и собственную жизнь, так и вы смогли, может быть, что-то по работе, по вашему творчеству, по раскрытию ваших талантов, раскрыть таланты. И, может быть, даже стать популярными. Вот ведь тут ведь кто что загадал, мои дорогие. Поэтому не потеряйте время, держите руку на пульсе. И, безусловно, балансировать придется. Как вот эта девушка, стоя на цыпочках, на одной ноге, на вращающемся колесе. Она танцует волшебный танец. А под этим колесом еще 3, и каждый крутится в свою сторону. Турбуленция. Это точно. Но, видимо, так складывается судьба. И, знаете, Бог нам никогда не посылает тех сложностей, которые мы не способны преодолеть. И нам дважды, да, тут уже показали человека сильного. Ну, вот, видимо, сама судьба берет правление в свои руки, а вам придется пройти по тем ситуациям, по тем взаимоотношениям, которые будут складываться совсем скоро. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас искренне за ваши добрые комментарии, причем те комментарии, которые для меня очень важны, поскольку вы описываете ваши жизненные истории, ведь я этого не вижу. Хоть я и не отвечаю, поверьте, я все читаю очень внимательно. Я благодарю за вашу поддержку моего творчества, за участие как в жизни канала. Мне с вами очень приятно общаться. Оставайтесь со мной, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации на сайте. Все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.